Глава 36. 3 на 1. Тем временем, словно это не саммит вовсе, весь красный от гнева Ло медленно сжал кулак. Пошло все к черту, это его бой, Чутянь, здесь, что, звезда? Он зря, что ли, учился в Чжунчжоу. Сегодня он должен был блистать в городе. Сегодня он получил бы власть и репутацию на ринге, и тут из ниоткуда пришел этот Чутянь, сильнее его, это все злило Ло Юй. Этот человек опасен и жесток. Мы не можем оставить все так. Ло Юй источал злость и зависть. Объединим свои силы и отомстим за брата Е? Да. Ду Фэн и Ли Тяньган даже не думали, а тут же согласились. Конечно, не из-за Хан. Это лишь повод. Смерть Е Хан — отличная новость. Однако Чутянь опаснее и страшнее любого, даже Нангунь Юн. Если не сейчас, то когда? Они должны убить его, втроем они точно справятся. Я первый. Ли Тяньган с громким криком ударил зеленой энергией по земле. Она, как хлыст, лезвие врезалась в землю, создав в ней трещину. «Умри!» Ли Тяньган закрутил ногами в воздухе, как торнадо. Его атака была быстрой и изящной. Все стояли и молча наблюдали за этим. С помощью этой способности можно снести целый батальон. Ду Фэн решил не отставать и ринулся с магией и кулаками прямо в бой. Огненный кулак Ду Фэн знал, что Чутянь не мог не отреагировать на все. Кроме того, он убил Е Хан, чем навлек на себя гнев всего клана. Еще чуть-чуть и Е Сюн убьет его лично. Так что тем легче убить его. В это время Фэн и Ли Тяньган окружали с фланга. Ло Ю готовился атаковать Чу сзади. Зрители начали протестовать 3 против 1. Позор. Как подло. Чутянь легко уклонился от атаки 2 людей перед ним. Смотря вверх, он издал громкий свист. «Вы так слабы или охраняете меня?» Ду Фэн поднял руку в ярости. «Да как вы смеете?» Почему бы и нет? Правая рука Чутянь начала красной энергии, а из носа пошел полупрозрачный белый пар. «Убирайся». Быстро, как стрела, кулак 9 небес легкий в освоении, но весьма грозный в бою, кулак не теряет популярность уже не первое тысячелетие. Включен в программу для новичков-культиваторов. Слишком опасно. Двойной кулак. Везде начали подниматься страшные столбы дыма и огня. Повсюду летели и разбивались камни. Вскоре дым закрыл собой бойцов от зрителей. Из всего этого послышался громкий крик и грохот. Чье-то тело упало с высоты 10 метров. Это было тело Ду Фэн. Его рука была вся испещрена ранами, откуда выглядывали кости. Или скорее остатки плоти редкими клочками свисали с руки. Удар, официальное поражение перед всеми. Чутянь прыгнул в сторону Ли Тяньган, словно перепрыгнул бездну, и как кнутом ударил Ли Тяньган по торсу. Удар, тело Ли Тяньган с грохотом упало на землю. Половина его тела лежала на арене. Кости явно были сломаны. Ты используешь подлые методы. Не стыдно. Ты называешь выносливость талантом. Голосом чуекнуло в сердце каждого. Е Хан, Ду Фэн, Ли Тяньган. Не имеет значения, потому что первый пошел один ход, и все, кто чтил себя гением, сейчас лежали как побитые собаки. Даже одного удара не выдержали, но решил взять реванш Ло Юй. Из складок его одежды появился металлический блеск. Яркий, острый меч. Он пошел на Чу, словно это была металлическая и ядовитая змея. Оружие нельзя носить на арене. Жульничество. 3 против 1 уже несправедливо, а теперь оружие. Как можно пренебрегать правилами и быть в статусе гения? Меч бури. Ло Юй замахнулся мечом, создав серебристую сетку. Любой металл, который пройдет через такую сетку, превратится в решето. Не говоря уже о человеке. Сердце Чутянь словно перестало биться. Оружие светилось белой прозрачной энергией. Меч представлял собой сейчас единое целое материального и духовного мира. Он провел год в университете не зря. Он превосходит любого из них 3. Гиперфокус. Чутянь атаковал гиперфокусом. Время словно замедлилось для Чутянь. Каждая секунда. Он спокойно наблюдал за лучом света от меча, изучая его. Он внезапно бросился вперед, уклонившись. Несколько теней лезвия прошли возле него. Одна из них слегка поцарапала его возле ребер. Глаза Ло Юй расширились. Как он смог увернуться? Чутянь — настоящий демон. Надо срочно его убить. Умри. Чутянь даже не успел вздохнуть, когда началась следующая серия атак мечом. Слишком опасно. Ло Юй был весьма опытным бойцом и культиватором.
Чутянь ему не ровня. Кроме того, у него был меч в руке. Если постараться, то можно запросто убить Чу. Тебе конец. Удар земного ветра. У Чутянь просто нет шанса. Меч Ло засветился, приняв форму обычного меча. Со скоростью метеора он атаковал Чутянь. Сейчас он между жизнью и смертью. Чу закрыл глаза. Как? Уже все. Смерть. Когда Чутянь закрыл глаза, появилось странное новое ощущение. Словно у него открылся третий глаз. С закрытыми глазами он видел, слышал и чувствовал все вокруг. Дуновение ветра, колебания в воздухе, движение молекул, частота энергии и даже эмоции каждого из присутствующих людей. Миллион ощущений и миллион существ. Все, от духов до молекул, он мог чувствовать это. Нангунь заметил это изменение. Его глаза широко раскрылись, как будто увидел призрак среди бела дня. Искра глаза. Это была искра глаза, наверняка, искра и гиперфокус были посредниками духов и душ. Это не имеет прямого отношения к силе, но о сосредоточенной в этом власти можно только мечтать. При этом искра была лучше гиперфокуса. Говорят, что лишь у некоторых из Чжунчжоу был он. Однако никто не может овладеть искрой. Но Чутянь сделал это, ему не было еще 18, его даже не обучали пробуждению. Тяньнан — маленький город. Даже если люди и слышали легенды об искре глаза, никто никогда не видел и не мог видеть ее. Кроме мэра. У него впереди огромные возможности, Нангунь не хотел вмешиваться, но когда Чутянь показал искру, он изменил свое решение. Несмотря ни на что, надо защитить Чутянь. Даже если его выгонят с поста, он просто вернется в клан и будет помогать этой легенде. У Ло было нехорошее предчувствие. Сейчас душа и мысли Чу были единым целым. И даже его собственные мысли, которые так хорошо скрывал, были известны противнику. Что это? Откуда такая сила? Ло Юй ничего не понимал, но продолжал идти. Лезвие блеснуло в солнечном свете, готовясь пустить кровь Чутянь. Чутянь уже прочитал все тело Ло Юй. Он ничего не видел. Даже меча. Так подумал бы любой. Чу собрал энергию на 2 пальцах правой руки. Он терпеливо ждал с закрытыми глазами, пока не почувствовал холод металла возле себя. Удар. Меч прошел между 2 золотыми пальцами, Чутянь слегка шевельнул пальцами. Удар. Меч сломался. Ах, все резко вздохнули. Ло Юй стоял удивленно, устремив глаза на сломанный меч. Он не мог понять. Страх перед смертью закрался в его сердце. Ло Юй начал опасаться за свою жизнь. Я сдаюсь. Сначала вы хотите мою жизнь. Затем, когда вы понимаете, что не выиграть, сдаетесь. Думаете, что все так легко? Чутянь слегка щелкнул пальцами. Осколки лезвия все летели, как звезды сквозь пространство, проникая в грудь Ло. Вы сами виноваты. Удар, струйка свежей красной крови брызнула в воздух. Нет, нет. Ло Ю схватился за место, где текла кровь. Его лицо было в гневе. Еще один ход, он столкнулся с более сильным противником, чем он думал. Чутян. 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 А люди начали аплодировать, закрывая все пути к отступлению. Это была целая история в городе Тяньнан, Есюн и другие люди ничего не знали об искре, поэтому были сильно удивлены победой этого юноши. Этот мальчик должен быть убит. Глава 37. Чудо. Есюн, высоко подняв руки, создал волка-дьявола. Все чувствовали чистую энергию возле них, даже если не видели этого. Энергия шла прямо на Чутянь. Удар, белый медведь, Сюн Бин протянул левую руку. Медведь с волком сцепились друг с другом, создав торнадо ледяного ветра. Волна холода и смерти исходила от них. Бин снова вмешался. Сюн Бин. Взвыл Есюн. Вы действительно думаете, что я не смогу убить его? Есюн поднял руку. У него был свиток, удар, волк, словно чувствуя злость своего господина, разорвал контракт на части. Мутный золотой свет превратил свиток в прах, который разлетелся по ветру. Нангунь, Джан Лицин и Сюн Бин все были шокированы произошедшим и молчали. Уничтожил. Он разрушил душу Чутянь, красные глаза Есюн расширились, а сам он запрокинул голову в смехе, мерзкий раб. Умри. Это была эпоха рабов. 2- или 3-миллионник мог вмещать в себя целых 2 или 3 сотни тысяч рабов. Даже небогатые маленькие семьи могли покупать рабов для домашних работ. А самые бедные добровольно меняли членов своих семей на других рабов.
Естественно, чтобы раб не сбежал, заключался особый контракт. Он отвечал за жизнь раба и его душу. После его подписания контракт не мог быть разорван, независимо от того, кто владелец. Но при уничтожении контракта дух раба тут же умирает. Он не спасется. Есюн никогда не хотел мучить Чутянь, но теперь его разум затуманился от гнева и мести. Кто ожидал, что Бин помешает ему? И тогда он решил разрушить контракт, чтобы смотреть, как Чутянь медленно умирает у всех на глазах. Так что же, он один такой талант во вселенной, что ли? Он был и всегда будет мерзким наглым рабом. Оскорбил клан и убил старшего сына. От него нужно избавиться. Публика смотрела на все с нетерпением. 1, 2, 10 секунд. Чутянь все еще стоял и не умирал. Есюн был удивлен и зол. Что это было? Почему жив? Ха! Не ожидал, старый пес. Усмехнулся Чутянь, глядя куда-то вдаль. Что вы сделаете? Его дух был уничтожен, но человек был еще жив. Невозможно, Ду Джентян не мог больше сидеть сложа руки. Несмотря на то, его клан не имел ничего против Чутянь, он был потенциальной угрозой. Вор. Я помогу. Ду Джентянь решил атаковать. У него была другая энергия, в отличие от других, топор в 5 раз больше обычного с черным двойным лезвием и пламенной разрушительной аурой. Джентянь, будто держа реальное оружие, замахнулся в пустой воздух. Топор полетел в сторону Чутянь. Вперед! Чутянь отошел в сторону, чтобы избежать удара. Черный топор упал с грохотом там, где только что стоял Чутянь. На арене появилась огромная трещина. Какая разрушительная сила Есюн, Ли Джан Юн, Ду Джентянь одновременно атаковали. Жан Ли Цин и Бину в одиночку было трудно защитить Чутянь. Как все непросто, Мэн Цин Ву и Мэн Ин с беспокойством наблюдали за происходящим. Что сейчас будет? Если бы они знали, они бы не отпускали его сюда, сейчас было слишком поздно. Что они должны делать сейчас? Хватит. Вся площадь затряслась, оглушительный рев наполнил воздух. Это напоминало конец света. Землетрясение перекрыл крик: «Вы считаете меня нужным, мэр?» Жар и огонь чувствовались в воздухе и на земле. Над ареной витал огненный красный дух. Он походил на жерло вулкана, из его кожи била горячая магма и выделялась ядовитая сера. Мэр сделал свой ход. Это был вулканический дух. Вулкан представлял собой силу Земли, силу природы и ее недр. Извержение достаточной величины может достать до неба, отравить воздух, уничтожить жизнь на всей Земле и целого государства. Но это был в то же время и огромный потенциал. Вулкан пробудился, потряс мир силой и как бедствие спускался на город Тяньнан. Это пугает. Весь клан Нангунь также обладал этой силой. В частности, Юн прославилась своим огненным фениксом на весь континент. Сам он занимал пост мэра, поэтому был благоразумным и осторожным. Он тщательно скрывал свой дар от других. Никто не знал истинную силу мэра, считая его слабым. Но вулкан, в отличие Феникса, гораздо более разрушителен. При совершенстве культивации можно на один уровень с духами. Сила вулкана. Она была по-прежнему здесь, если его освободить сейчас, он все разрушит. Он явно посильнее их всех тут, а мог ли он не выйти победителем? Насколько он силен? Сможет ли он вмешаться? Нангунь изменил своей обычной скромности и серьезному тону и сердито произнес: «Есюн, вы обнаглели. Каждый год в Тяньнан происходит соревнование. Жертвы всегда были, есть и будут. Или только вашему сыну было позволено убивать? Другим нельзя». Дух забурлил лавой. Было трудно дышать из-за жары. Нангунь продолжил: «Я вас предупреждаю. Какая сила, только безумец пойдет против него, Сюн, Ли Джан Юн, Ду Джентянь не были готовы к такому, но сейчас у них не было выбора, да и такая мощь перед ними. Поэтому они, несмотря на всю ненависть к Чутянь, извинились перед мэром и вернулись на свои места. Нангунь таким образом хотел защитить Чутянь. Чутянь будет в безопасности в городе Тяньнан до тех пор, пока он будет занимать свой пост мэра. Троица не посмеет тронуть Чу. Они действительно не смели, но когда мэр вдруг стал таким решительным, Есюн и Джентянь зло посмотрели и сердито объявили: «Мы уходим». Главы клана ушли, и вместе с ними их приспешники. Для защиты Чутянь он оскорбил двух этих людей. Назад дороги нет. Он звонким голосом торжественно объявил: «Никто не посмеет тронуть гения города Чутянь. Чутян. Чутян». Люди кричали и кричали его имя. Теперь два тирана ушли. Кто он? Это весьма любопытно. Город Тяньнан — лишь небольшой город на континенте, но с важным настоящим и будущим.
У него широкие возможности, мэр продолжил. По традиции города Тяньнан, как победитель Тянь, его клан или иной поручитель получает год без уплаты налогов и богатства недр земли. Кроме того, у него есть возможность выступить первым в саммите. Эти слова были произнесены. Громкие крики стихли. Но кого представляет Чу? Облако. Компания дышала на ладан, была на грани краха. Люди расстроились. Чу замечательно выступил, наполнив саммит особой атмосферой опасности. Неужели все закончится на такой грустной ноте? Чу Тянь шел за мэром по длинной красной дорожке, медленно пробираясь к центру площади. Саммит близится к концу. Сейчас будет самое главное. Армия, правительство и бизнес, все главные слои общества здесь уже собрались, чтобы объявить о планах на год. Когда Чу Тянь подошел и встал прямо в центре, он оказался в центре толпы. Ничего не пугаясь, объявил громким голосом: «Сегодня я не буду говорить за кого-то. Я здесь, чтобы говорить за себя». Чу Тянь продолжил: «Перед мэром, перед гражданами города Тяньнан, я торжественно объявляю о создании самой прогрессивной компании во всем королевстве — Чудо-компании. Сегодня». Чудо-компания? Никогда не слышал об этом. Что все это значит? Этот юноша говорит, что сегодня появится самая прогрессивная компания королевства, это его компания. Ничего себе, Чу Тянь был честным человеком, поэтому, когда он сказал эти слова, почувствовал себя немного смущенным. Он хотел сказать «крупнейший», а не «самый прогрессивный». Чу Тянь не обращал внимания на разговоры, продолжал говорить громким голосом. «Перед тем, как компания будет официально представлена, я бы хотел поговорить о дочке компании». Компания только-только создана, а уже есть дочь. Чу Тянь громко объявил: «Южное облако талисманов и фармацевтических технологий». Официальный президент Мэн Цин Ву, главные советники Чжан Ли Цин и Сюн Тянь Ян. Ах, все были шокированы этим заявлением. О чем он говорит? Какое еще южное облако? Эта новая компания просто поглотила существующее имя. Что удивляло людей еще больше, так это то, что Чжан Ли Цин, Сюн Тянь Ян, знаменитые алхимики и создатели талисманов, неожиданно присоединились к этому банкроту. Чу Тянь продолжал объявлять: «Чудо-компания быстрого и волшебного питания». Президент Мэн Ин, а вице-президент Нангунь Юн, мэр и Сюн Бин молчали. Когда они увидели, как Сюн Тянь Ян, Юн, Мэн Ин, Мэн Цин Ву, Чжан Ли Цин вышли на сцену, чтобы помочь Чу Тянь, они словно очнулись. Это сон. Чу Тянь все продолжал: «Всем должно быть интересно, что это за компания. Приглашаю Мэн Цин Ву, вице-президента и президента «Талисман» и фармацевтические технологии компании, сделать шаг вперед, чтобы показать всем наш продукт». Чу Тянь ушел, подмигнув Мэн Ин. Глаза Мэн Ин горели, а рот растянулся в счастливой улыбке. Мэн Цин Ву медленно поднялась на сцену. Она переоделась в белоснежный халат, который подчеркивал стройную фигуру. Она была достойна называться первой красавицей города. Мэн Цин Ву проработала в компании около 6 лет. За это время она столкнулась со множеством проблем, поэтому сейчас очень нервничала. Все было слишком быстро. С момента провозглашения компании прошло всего 10 дней. Мэн Цин Ву работала без выходных, но многое было еще не готово. Но некоторые продукты уже вышли. Вот про них уже можно было рассказать. Мэн Цин Ву почувствовала себя уверенней при этой мысли. Несколько сотрудников облака под брезентом принесли странный большой предмет на сцену. Около 3 метров в высоту. Что это? Это весьма любопытно. Глава 38. Компания. Мэн Цин Ву была очень опытным и талантливым управляющим. Она знала цену времени, поэтому сразу перешла к делу. Я надеюсь, что все будет хорошо. Я вице-президент Чудо-компани. Эта компания — эксперт по производству диковинок, каждая из которых сломает привычные стереотипы о возможностях производства и домашнего быта. Вот один из наших продуктов. Великое изобретение, которое может дать миру свет, освещать целое государство. Оно будет записано в хронике истории нашей цивилизации. Этот властный и манящий голос притягивал внимание всех, создавая ажиотаж вокруг продукции. Что? Мэн Цин Ву смеет говорить о хрониках. Она так самоуверена или глупа? Чу Тянь кивнул головой с довольным выражением лица. Старшая сестра Ин не теряла хватку оратора даже сейчас. Он мысленно похвалил ее за это. Это чудо-дерево. Мэн Цин Ву подошла к черному объекту и резко откинула ткань. Необычный предмет предстал перед людьми. Вау! Боже мой! Что это? Внешне это было похоже на дерево 6 метров в высоту. Большая его часть была сделана из стекла,
а наверху были стеклянные шарики грушевидной формы. И каждый шар светился каким-то светом — красный, оранжевый, желтый. Люди замирали, смотря на это световое шоу. Откуда здесь это? Это был продукт, изготовленный в кратчайшие сроки. А сам он использовал до 6 сотен лампочек различных размеров. Специально для саммита. Чудо-компания только открылась, поэтому была немного не готова к показу. А производство и вовсе ужасно. В глазах чьё-то дерево было отвратительного качества. Но для людей, которые никогда не видели электрический свет раньше, эффект висящих разноцветных огоньков превосходил любые ожидания. Мэн Цин тоже немного волновалась. В последние годы она постоянно заботилась о своем доме. Она считала огромным везением, если все было хорошо слишком долго. Она не смела и надеяться на то, что сейчас видит перед собой. Это все не моя заслуга. Я лишь помогала. Я должна доказать, что достойна управлять компанией. Эти мысли придали решимости Мэн. Она выпрямилась под стать дереву возле нее. Это волшебное дерево очень необычно на вид и очень доступно по цене, потому что сделано из стекла и других недорогих материалов. Его могут использовать все без исключения, будь то дворянин или крестьянин. Правда, так дешево. Мэн Цин Ву продолжала с гордой улыбкой на лице. Фермер с полей, гонец, купец или чиновник. Всем нужен свет, чтобы читать книги, учиться, отдыхать. А в нашей повседневной жизни мы не можем быть без света. Свет поднимет нашу цивилизацию на новый уровень. Эти слова озадачили всех. А при чем здесь дерево? Мэн Цин Ву продолжила. Ведь для наших бедных и скромных братьев свет — роскошь. Свечи, масляные лампы, огонь очень трудно использовать. Возьмите наш город, например. Ночью 80% города в темноте, никто не осмеливается выходить на улицу. Что сказывается на экономике и безопасности города? Если бы улицы города были наполнены светом, у нас бы появились ночные клубы, рестораны, которые приносили бы хороший доход. Город стал бы процветать. Цель компании — осветить весь город, осветить весь город. Вот это уже разговор. Самым стабильным источником света на континенте были хрустальные люстры. Цены на эти люстры были высокими, а работали в основном всего один день. Даже самые богатые миллионеры не решались использовать их слишком часто. Как она могла осмеливаться говорить о целом городе? Вдруг Мэн Цин Ву сняла лампочку и подняла ее высоко вверх. Первым продуктом, который выпустит наша компания, будет электрическая лампочка. Электрическая лампочка, у всех были вопросы. Мэн Цин Ву продолжала. Это совершенно новый вид сбережения энергии, который гораздо удобнее свечей и ламп, стабильнее и дешевле появится легок в производстве. Свет П во всех домах и хозяйствах. Все всполошились. Если это правда, то это замечательное изобретение. Основным источником света на континенте были свечи и масляные лампы. Также были хрустальные лампы из кристаллов света, которые при распаде элемента ярко светили. Но они стоили очень дорого, потому что при производстве использовалось излучение, которое плохо сказывалось на здоровье рабочих. А без должного очищения излучением кристаллы были взрывоопасны. Электрические лампы были значительно удобнее, чем керосиновые лампы и свечи, и дешевле, чем хрустальные. Если начнется выпуск, спрос взлетит до небес. Мэн Цин Ву продолжила. Ночью очень тяжело работать в условиях плохого освещения, ведь основные мобильные источники света, фонарь и факел, не обеспечивают должного освещения. Фонари можно использовать только в городе, и то не всегда. Солдаты и наемники постоянно мучаются с факелами. К тому же, магические создания очень легко находят отряды по теплу, которые идет от факела. Нам срочно нужна замена этого старья на что-то более современное и безопасное. И оно есть. Это устройство можно быстро выключать и включать, регулировать освещение без потери качества освещения и мобильности. Все очень любопытно. Мэн Цин Ву не хотела тянуть кота за хвост. Она слегка хлопнула в ладоши и взяла в руки небольшой предмет. Черный цилиндр под 20 сантиметров в тонкой золотой оправе. Такой компактный, Мэн Цин Ву подняла его вверх. То, что вы сейчас видите, представляет собой переносное устройство чудо-компании, которое тоже дает свет. Скоро начнем и его выпуск. Мы называем его «волшебная рука-факел». Сказав это, она включила устройство. Оно тут же ударило ярким светом в лица людей, заставив их зажмуриться. Мэн Цин Ву продолжила. Факел горит с помощью магии. Интенсивность света контролируется уровнем магии, что легко позволяет включать и выключать факел. Как нетрудно заметить, это отлично подходит для наемников и солдат. Это станет важной частью обмундирования для наемников и солдат в ночное время. Особенно в лесу и пещерах. Какая прелесть! Сюн Бин встал и закричал. Я беру 1000. Я беру 500. Я хочу 10.
Но мощности производства по-прежнему не хватает. У нее единственный экземпляр в руке. Как им успеть произвести 1000? Это не в их силах просто. Компания пока что только начинает выпуск и исследует продукт для внутреннего и общего пользования. Мэн Цинь Ву продолжила держать факел и объяснять: мы начнем принимать предварительные заказы в конце месяца. Если кто-то заинтересован в наших лампах, пожалуйста, следите за нашими объявлениями. Люди сильно удивились этому заявлению. Такого никогда раньше не было. В предыдущие годы всегда были таблетки и талисманы. Их обновляли, производили новые. Но никогда не было ничего, связанного с освещением. Мэр как никто понимал будущие перспективы. Он был не совсем уверен по поводу всего континента, но пока в королевстве не было ни одного дешевого источника света, кроме этой лампы. А если электрическая лампа начнет массово производиться, став самым продаваемым товаром, это принесет большие прибыли городу в виде налогов как минимум. Это были очень хорошие перспективы. Из-за ограниченного времени для выступления мы закончим наше объявление здесь. Если кто-то хочет услышать больше, просим обратиться в службу поддержки нашей компании. Там мы расскажем больше и объявим новую продукцию. Также не менее важную для истории. Например, чудо-сковорода. Чудо-сковорода. Что это? Глаза Нангунь уставились на девушек со сцены. На милую 16-летнюю красавицу с наивным лицом и фигуристую девушку лет 19. Это не Ин и Юн, случайно. Они так оживленно говорили. Ин вообще никогда не видела столько людей, наверняка. Но так смело и уверенно говорит перед огромной толпой. Для Нангунь, младшей, это было гораздо привычнее. Мэн Цин Ву была горда за них обеих. Это руководство отдела пищевой промышленности. Они расскажут о чудо-сковороде. Мэн Ин судорожно проглотила слюну. Чутянь смотрел на нее из-за спины. Сегодня Чутянь и ее сестра работали очень слаженно, а она не могла быть хуже. Она стиснула зубы и встала. Сковороду барабанная дробь. Публика разразилась громкими аплодисментами. Мэн Ин так нервничала, что чуть не потеряла сознание. Она долго готовилась к выступлению, репетировала, но сейчас чуть все не забыла. Эта вещь придает еде особый вкус. Уверена, никто не будет разочарован. Нангунь быстро добавила: верно, верно, я, например, приготовила очень много вкусной еды. Чем говорить, мы лучше покажем. Сейчас мы раздадим всем бесплатные образцы для пробы. Все немного недоверчиво глядели на них. Они не рассказали про продукт вообще. Юн щелкнула пальцами. Из-за занавеса быстро вышло около 200 человек. Каждый из них нес большой поднос, заполненный доверху едой. Все пахло вкусным свежеприготовленным мясом. Ух ты! Это волшебное звериное мясо. Можно мне кусочек? Никогда такого не пробовал. Мэн и Юн слышали все эти слова и сразу же заулыбались, прекратив нервничать. Даже стали уверенней. А Нангунь и вовсе возгордилась, услышав похвалу. Все всегда смотрели на меня с опаской, считая ведьмой. Благодаря Чу я смогу доказать обратное, я всем докажу. И отцу тоже. Юн встала, чтобы продолжить. Волшебная сковорода представляет собой тип изобретения, который использует магическую силу для быстрой и качественной обжарки мяса зверя. С распространением этого нам будут доступны любые блюда из магических существ. Я думаю, что это революционное изобретение в области пищевой промышленности. Девушка быстро находила нужные слова, продолжая: всем известны питательные свойства звериного мяса. Теперь же его употребление будет вкусным и безопасным. Магическая сковорода изменит жизнь каждого. Это великое изобретение чудо-компании. Какое громкое заявление! Мэн Цин Ву объявила, что через полгода весь город будет освещен. А потом и все королевства. Юн заявила, что продукция их компании перевернет весь рынок пищевой промышленности. Мэн Ин быстро вмешалась. И внимание! Через 2 дня откроется первый волшебный ресторан с открытой кухней. Там будут рады всем, кто хочет насладиться вкусной едой. Реклама весьма кстати. Великолепное выступление на ринге Чутянь, чудо-компания, электрический светильник и волшебная сковорода. Люди точно повалят толпами в ресторан. Глава 39. Конец саммита. У компании только 2 продукта. А вот и нет. Мэн Цин Ву стояла в центре площади, провожая взглядом каждого. Быстро поднимется уровень жизни граждан в городе Тяньнан по нарастающей. А потом компания станет крупным предприятием, тем самым укрепив влияние города на государство. Это манящий голос, еще более завораживающий, чем у сирены, привлекает каждого, кто слышит его, заставляя слепо следовать за ним. Компания ставит своей целью продвижение человечества.
Голос Мэн Цин Ву прорезал толпу, как нож-лёд, заставив всех вздрогнуть. Мы хотим возвысить страну, прославить ее и наш народ навека. Все замерли в восхищении. Какая смелая и сильная речь, люди не единственная раса на континенте, далеко не самая сильная, но самая многочисленная по числу людей и городов, которые рассыпаны по всему материку как звезды. Город Тяньнан входит в Нанься, небольшое государство людей на континенте. В стране всего же проживает около 200 тысяч человек, что весьма много для континента. Маленькая компания в провинции небольшого государства и вправду считает, что их раса сможет процветать, даже сама Мэн Цин Ву покраснела. Как и следовало ожидать, всю речь написал Чутянь. Содержание выступления было слишком напыщенным для девушки. Но с другой стороны, нет закона, который это запрещает. И это было нужно, чтобы шокировать всех. Только так можно привлечь инвестиции и покупателей. Мэн Цин Ву не сдавалась, боролась со смущением в голосе. Мы здесь ради воплощения чудес и новых идей для преображения мира, поэтому не остановимся на этом городе. Это только начало. Раздались бурные аплодисменты. Мэн Цин Ву, чувствуя особую атмосферу и напряженность толпы, перешла к главному. Облако возьмет на себя весь цикл производства и продажи талисманов и лекарств. Все станут свидетелями перерождения облака. Производство лекарств и талисманов, несомненно, одна из наиболее выгодных ниш на рынке. Поэтому сильная конкуренция, и трудно выделиться на фоне конкурентов. Именно она привела к банкротству их компании. Чудо-компания также хотела бы представить новинку последних достижений технологий. Мэн Цин Ву приглашающим жестом. Я хотела бы пригласить главного советника по талисманам Жан Ли Цин и главного алхимика-советника Сюн Тянь Ян на сцену. Этого было достаточно, чтобы потрясти всю толпу. Эти два человека, гении в городе Тяньнан, присоединяются к чуду. Кто еще смеет говорить, что они быстро обанкротятся? Благодаря этому компания получит уникальные разработки, которые станут надежным щитом в городе Тяньнан. Жан Ли Цин неторопливо шел вверх по лестнице. Обычно он надевал свой серый халат, но сегодня он оделся торжественно, выглядя решительно и серьезно. Казалось, он даже помолодел на пару десятилетий. Учитель Чжан. Толпа радостно приветствовала старого мастера. Неудивительно. Он настоящий авторитет для многих юношей и девушек в этом городе, вызывающий уважение и восхищение. Жан Ли Цин добро улыбнулся и поблагодарил зрителей. Когда все успокоились, он заговорил. Сначала я хотел бы выразить свою благодарность компании и президенту за помощь, которую они мне оказали. Теперь, когда я вновь прочно стою на своих ногах, я буду помогать им изо всех сил. Еще раз спасибо. Внезапно он развернулся и низко поклонился Чу и остальных. Вот это да. Культиватор пробуждения, мастер талисманов. Это заслуживает восхищения. Увы, я уже старик. Поэтому не смогу увидеть все собственными глазами в будущем. Тем не менее, пока я жив, буду вносить свой вклад в чудо, преображая все свои знания в фундамент производства. Это будет моим последним вкладом. Все зааплодировали. Уже завтра эта речь будет во всех газетах. Несколько членов Ассоциации талисманов принесли огромный свиток на сцену. Это был план особого талисмана. Это план талисмана. Все зашептались. Нангунь и Сюнбин раскрыли рты от увиденного произведения искусства. Это новый проект талисмана, созданный после 2 лет исследований «Каменная кожа». Я считаю, один из лучших талисмана последних десятилетий. Талисман очень легко контролировать и не без побочных эффектов. Позволяет коже носителя быть столь же жесткой, как камень. И устойчивость к огню уменьшает урон от кулака и оружия. Поток слов шел изо рта Жан Ли Цин. Он говорил о стоимости, исследованиях, универсальности амулета, рассказывал обо всем. Все могли только вздыхать. Это действительно шедевр последних достижений техники, а не простой амулет и вздох конкурентов. Сейчас очень трудно удивить талисманом, тем более компанией-банкротом. Конструкция талисмана постоянно меняется, поэтому если вы не можете идти в ногу со временем, вы останетесь неудел. Раньше в компании не было мастера талисманов. Делали кто что мог из того, что есть ради экономии. Потом уже продали главные талисманы, которые приносили убытки. С тех пор о талисманах в компании почти и не слышали. Но каменная кожа способна многое изменить и вернуть компанию в многолетние гонки исследований. Сейчас этот амулет, несомненно, впереди многих конкурентов. Конкуренция, в свою очередь, вдохнет в рынок новые силы и идеи. Сюн Тянь Ян сделал шаг вперед. «Здравствуйте, я старейшина Ассоциации алхимиков, временно буду исполнять обязанности главного советника в компании».
Он, конечно, не Джан Ли Цин, но тоже весьма уважаемый и известный человек в городе и среди алхимиков. Я не очень хороший оратор. Поэтому я только хочу сказать одно: чудо-компания, несомненно, революционная организация. У меня нет возможности присоединиться, и вряд ли можно позволить мне присоединиться к ней. Я унижен и оскорблен, испытываю огромное давление и не могу нести эту ответственность. Сюн Бин был изумлен. Когда это его младший брат стал таким скромным? Невозможно. Он, конечно, знал о характере младшего брата. Но тут он превзошел любые ожидания. Сюн Тяньян продолжал: «Я буду заниматься новыми таблетками. В частности, багровым лотосом и лиан-ци. Если багровый лотос редок и весьма дорог, то лиан-ци и вовсе бесценное сокровище. Чутянь не делал другие таблетки и талисманы из-за бесплодной земли города Тяньнан. Ингредиентов нет подходящих. Да и рынок таблеток и талисманов уже давно перенасыщен предложением, есть крупные монополии. Чудо же вполне сможет отбить часть рынка. Как говорится, сколько веревочки не виться, конец близок. У них достаточно сил для захвата всего рынка, но пока лучше повременить. Иначе кто-то слишком жадный может им помешать. Даже кролик может нанести ответный удар, когда загнан в угол, не говоря уже об акулах бизнеса. Пока что ждем. Сначала надо встать крепко на ноги и уже потом внезапно атаковать со всех фронтов. Когда они, наконец, поймут, это будет слишком поздно. А боже! Невероятно! Лианцы. Побочный эффект сильный. Наша группа хочет заказать как можно больше. Уровень шума достиг своего пика. И вряд ли упадет в ближайшее время. Саммит стал идеальной площадкой для продвижения их компании, никто не заметил одного мужчину средних лет в углу. В черной мантии с капюшоном, скрывающим лицо, сидел Есюн. Он уже покинул саммит, однако прокрался обратно, чтобы собрать информацию о компании. Как хитер, существование компании угрожает статусу волков, даже клану. Он хорошо знает, что Мэн Цин Ву специализируется на управлении и работе управления. Она не могла придумать все это. Может, это Чутянь? Неизвестно, что у него на уме. Есюн с яростью подумал об этом. Как истинный волк, он должен придумать, как убить этого парня. Яды. Ножи. Неважно что, главное, побыстрее. Да. Но Чутян находится под защитой мэра Нангунь. Человек не может появиться из ниоткуда. Есюн подумал немного и сказал стоящему рядом рабом: «Надо разузнать все о Чутянь». «Я хочу знать все. Через 2 жду отчет». «Да». После конца представления компании Сюн потерял интерес и тихо скрылся в темном переулке. Глава 40. Мечта Чутяня. Дом Мэн ярко светился в ночи. Стол ломился от хорошей еды и напитков. Все были великолепны. За компанию. Тост. Чутянь, Мэн Цинь У, Мэн Инин, Нангун Юнь, Сюнь Тянь Янь, Джан Ли Цинь подняли бокалы. Джан Ли Цинь сидел в середине стола. Его присутствие здесь казалось странным. Он был благородным ученым, который не хотел связываться с бизнесом, чтобы не портить себе репутацию. На этот раз он без колебаний стал членом торговой компании Южного облака. Почему он сделал исключение? Он хотел отплатить за спасение своей жизни, и это была лишь одна из причин. У Джан Ли Циня был дар предвидения. Он уже давно обнаружил, что Чутянь имел нечто, чего нет у остальных: амбиции, фантазии, дух, предубеждение. Под юной внешностью скрывалась мудрый ум, опережавший собственное время, под легкомыслием скрывалась мудрая душа. Чудесный корабль, полный идеалов, стремлений и чувств. Как далеко может заплыть этот корабль? Этого можно было ждать с нетерпением. Джан Ли Цину было 70 лет, однако он никогда еще не чувствовал себя настолько молодым. Новорожденное торговое чудо готовилось столкнуться с множеством проблем, и в такое трудное время ему требовалась помощь. Если бы он отступил сейчас, то сожалел бы об этом до конца своих дней. Встреча прошла на высшем уровне, было много неожиданных поворотов, но закончилось все хорошо. Благодаря напряженной работе каждого мы сделали первый шаг. Мэнь Цинь наполнила вином бокал Чутяня. От имени всех наших партнеров я поднимаю за тебя тост. Вы слишком добры. Если будете говорить так, то я стану себя переоценивать. Чутянь усмехнулся. Это не только моя заслуга, я сделал в лучшем случае 99%. Все рассмеялись. Этот парень действительно не знал, что такое скромность. Мэнин сделала глоток и посмотрел на Чутянь из-под тяжелых век, слегка улыбаясь. Этот парень был не самым хорошим, слишком высокомерным, немного легкомысленным, но пока он рядом, ничего плохого не случится. Пока он рядом, все в безопасности, все от души наслаждались едой и вином.
Мэн Цинь почти не опьянела, она трезво сказала: возрождение компании, которое мы празднуем, это лишь первый шаг. Мы должны быть осторожными. У меня есть несколько вопросов, которые я хочу с вами обсудить. Во-первых, электрический завод не до конца оборудован. Во-вторых, ресторан готов только наполовину, а его нужно открыть как можно скорее. В-третьих, в нашей компании проблемы со структурой. И с управлением, и с производством. Эти проблемы надо решить как можно скорее, Мэн Цинь замолчала. Все притихли. Инфраструктура была слабой, и они не могли пока наладить производство. Денег у них было немного, но еще хуже было то, что не хватало людей. Набрать их было нетрудно, а вот найти тех, кому они могли доверять, уже сложнее. Чутяню эта проблема серьезной не казалась. Он не мог наесться за один укус. Бизнес только начал развиваться, и пока не стоило ждать плодов. Это был вопрос времени. Рано или поздно все проблемы будут решены. Чутянь спросил, с чем еще проблемы? Боюсь, что с самой продукцией, Мэн Цинь нахмурила брови, электрические лампы работают на магии. Они могут светить от 5 минут до 1 часа. Однако из 3 миллионов человек, проживающих в Тяньнань-Сити, магией пользуются только 200 тысяч человек. Простые горожане не смогут пользоваться лампами. Чутянь был поражен тем, что Мэн Цинь заговорила об этом аспекте. Вдруг Мэн Ин пришла в голову идея, и она мгновенно подняла ухоженную руку. Увидев энтузиазм своей младшей сестры, Мэн Цинь удовлетворенно улыбнулась и спросила: «Ин, ты хочешь что-то сказать?» «Я. У меня есть идея». Мэн Ин покраснела, нервно сжав кулаки, и посмотрела на Чутяня. «Мы можем открыть зарядные станции и нанять несколько культиваторов, которые будут там работать. Тогда обычные люди смогут заряжать лампы. Так что эта проблема будет решена», Сюнь Тянь-Янь быстро ответил: «Учитель права. Мы можем брать на станциях дополнительную плату. Разве дополнительный доход — это плохо? Нам сейчас не хватает средств, а это неплохое предложение». Мэн Цинь, не согласная с планом, покачала головой. Чутянь ответил ей: «Если мы откроем зарядные станции, то наши лампы уже не будут такими доступными, удобными и практичными. Мы потеряем превосходство, потому что в таком случае лучше пользоваться свечами». На лице Мэн Ин появилось разочарование. Чутянь утешил ее: «Твой план по-прежнему хорош. Просто электрические лампы требуют другого подхода». Мэн Ин сладко улыбнулась, решив не останавливаться на этом вопросе. Чутянь продолжил: «Я уже думал об этом. Я хочу начать исследование, чтобы найти недорогой и эффективный источник энергии. Для подзарядки будет использоваться солнечный свет. Это устранит главный недостаток ламп». Взгляд Мэн Цинь просветлел: «Ты можешь сделать это». Чутянь ответил весьма уверенно: «Вы не верите мне? Вы должны лишь управлять компанией, не беспокойтесь о технических аспектах. С ними не будет проблем, пока я рядом». Чутянь был очень высокомерен, но он оказался в нужное время в нужном месте. Самая значительная проблема была решена. Поспешно прибежал слуга и вручил письмо. Мэр прислал приглашение. Он просит мастера Чутяня принять участие в церемонии передачи прав на ресурсы. Услышав это, Чутянь непонимающе переспросил: «Церемония передачи?» «Цель этой церемонии — разделение территории», — ответила Нангунь Юнь. «Вы до сих пор в ней не участвовали и не знаете о ней». Я действительно не знал. Оказывается, это мероприятие было таким важным, но, в конце концов, все было не так уж плохо. Чутянь принял приглашение. «Позвольте напомнить, что вы должны быть осторожными», — сказала Нангун Юнь Чутяню, который был слишком беззаботным. «Помните, что не следует соглашаться на слишком многое, потому что он все делает ради прибыли. Если он предложит какие-либо планы по инвестированию, можете ему отказать. Чертов старый дьявол». Чутянь успокоил ее, сказав, что он будет иметь в виду ее предостережение. Мэн Цинь встала и сказала: «Уже слишком поздно. Нам всем нужно расходиться по домам и отдыхать». Все были немного измотаны. Они тут же встали и разошлись. Чутянь уже давно не жил в своей небольшой комнате. Он вышел в тихий и удобный дворик, весьма подходящий для культивирования. Не было слышно ни звука. Прохладный ветерок касался его лица. Чутянь вдохнул прохладный, освежающий воздух, постепенно расслабляя разум. Подняв голову, он растерянно посмотрел на ночное небо, отражающееся в его черных глазах. Темное ночное небо было заполнено звездами. Небо было таким же, как и 30 тысяч лет назад. Но каждое существо, живущее под этим звездным небом, испытывало то славу, то позор, продолжая вечный цикл, который будет существовать до самого конца света. Для посторонних это были всего лишь слова. Но для тех, кто испытал это на своей шкуре, это было воплощенной жизнью. Чутянь ощущал все это. Кто-то несравненно красив.
кто-то непревзойденно умен. В чем смысл? Это всего лишь камешек в великой реке истории. Мэн Цинь-У, Мэн Ин, Наньгун Юнь — все они были живыми людьми. Кто вспомнит об их существовании спустя много лет? Император может смотреть на весь мир с пренебрежением, но он все равно лишь ряб в океане. Упорные тренировки, борьба за славу — все, в конце концов, превратится в прах. Но если рассуждать таким образом, но жизнь будет невероятно скучной. Чутянь путешествовал во времени более 30 тысяч лет. Такие раздумья для него были неизбежны. Например, можно ли достичь бессмертия? Продолжительность человеческой жизни всегда была ограничена, мало кто доживал до 1000 лет. Это был предел человека. Дольше жили только боги. Могут ли люди преодолеть это ограничение? Могут, конечно, могут. За 30 тысяч лет находились ученые с радикальными взглядами, которые смели бросить вызов природе. И самый младший великий мудрец континента Чутянь был одним из них. Чутянь часто спорил об этом со стариками. Цивилизация процветала. С ресурсами на континенте была проблема. В теории из них можно было извлечь толк, но не на практике. Наконец, Чутянь возразил. Торговое чудо стало ступенькой, которая помогала Чутянь удовлетворить свои амбиции. Торговое чудо было не чудом этого века, это стало чудом Чутяня. С помощью его знаний, мудрости будущего, сильной духовной энергии и природными ресурсами люди получат преимущества, которыми до сих пор не обладали. Время пройдет впустую, если он не воспользуется этой возможностью. Чутянь не был человеком, который довольствовался малым. Он хотел попытаться, хотел выйти за пределы человека, он хотел завоевать территорию богов, добьется ли он успеха. Кто знает, в истории прежде не было такого прецедента. Но для такого человека, как он, целью был не успех. Разве борьба с небесами сама по себе не приносит радости? Каждому нужна мечта, иначе его самосовершенствование потеряет смысл. Чутянь мечтал преодолеть человека, ему хотелось увидеть, как мир будет выглядеть через миллион лет. Сейчас Чутянь был очень слаб, сейчас ему нужно было стать сильным, как можно быстрее. У Чутяня были знания, которые человечество накопило за 30 тысяч лет. Он был уверен, что станет номером один на континенте, проблема была только в отсутствии денег и ресурсов. Какой толк был от знаний, как он смел что-то делать в сложившейся ситуации, талант всегда вызывает зависть. Каждый знал об этом, даже Чутянь. Он уже показал, что таких, как он, единицы, привлек внимание клана Е. Они почти взяли его под контроль. Чутянь был слишком слаб, чтобы этому воспротивиться. Ему лучше было не пользоваться сейчас всеми знаниями, потому что это могло привлечь внимание слишком могущественных людей. Были и другие способы создать крупную компанию. Чутяню необходимо было достичь влияния, обеспечить себе защиту и получить возможность безудержно тратить ресурсы. Надо было закладывать фундамент. В конце концов, если он достигнет своей цели, создав компанию и приобретя влияние, он многое изменит. С этого момента жизнь будет яркой и насыщенной. Приободрившись, Чутянь пошел к себе в комнату, нашел белые таблетки и проглотил их. Магическая укрепляющая таблетка содержала ингредиенты из пещеры. Чутянь ощутил, как духовная энергия, бегущая по жилам, стала гуще. Он прыгал по двору, словно обезьяна, разрабатывая мускулы и практикуя боевые приемы. Удар, словно копье, ладонь, словно меч, каждое движение было наполнено изяществом и элегантностью. Спустя много часов тело Чутяня постепенно нагрелось. Из его пор сочился белый туман духовной энергии. Он не устал, наоборот, даже стал энергичнее. «Ха!» Вдруг воскликнул Чутянь. Яркая духовная энергия вырвалась из его тела, образовав вокруг него белые волны. Энергия Чутяня усилилась в 3-4 раза, этим дело не ограничилось. Новый прорыв. Теперь он достиг 7-й ступени совершенного мира. Это заняло всего 2 недели. Скорость, с которой он прорвался на 7-ю ступень, была чудесной. Однако он до сих пор не был счастлив. Он использовал таблетки, но у него было слишком мало времени, чтобы достичь пробужденного мира. Чутянь мог лишь мечтать о том, чтобы достичь пробужденного мира за 2 месяца. Это было невозможно без 5 или 8 лет подготовки. Несмотря на то, что его молодое тело обладало усиленными характеристиками, его можно было назвать лишь гением. Для континента он был лишь каплей воды. Клан Ду, клан Е и особенно Е Сюн не допустили бы этого. Кто знал, что незаконные методы, к которым прибегал их внук, окажутся так хороши. С Сюном и Ду Джэнь-Тянем шутки были плохи. Он встретил в этой пещере кровавого питона, но нельзя было ожидать второй встречи. Это была всего лишь счастливая случайностью. К тому же, нехватка денег. Чутянь не мог сидеть сложа руки и ждать смерти, так что ему нужно было спешить и зарабатывать деньги. Ему нужно было больше ресурсов, нужно было достичь хотя бы 9-й ступени совершенного мира.
Чутянь верил, что стоит пробудить лишь частичку силы, и он сможет стать бойцом, с которым никто не сравнится. В конце концов, мечтать можно было о чем угодно. Чутянь опасался противостоять Есюну. Он должен был полагаться на Джан Лицин, Сюн Бин и Наньгун Юнь. Особенно Наньгун Юнь. С чего бы еще Чутяню было раскрывать свои намерения на встрече? Клан Наньгун был одним из 3 величайших кланов королевства. Вероятно, Наньгун и не будет игнорировать его намерения. Пока что Есюн не мог сделать свой ход. Но когда он нанесет удар, это будет грозный и непобедимый удар, от которого понесет потери даже Наньгунный. Было неизвестно, как долго Наньгун и будет инвестировать его отношения с Ецанем. Мэр был единственным человеком в городе, который мог способствовать быстрому развитию торгового чуда. Если им нужна была стабильность, то в нынешнем сражении им нужны были танки. Разрешение Наньгун Юн, дочери мэра, было недостаточно. Чутяню нужно было совершить нечто большее, чтобы мэр был в нем уверен. Мэр должен быть уверен в нем, чтобы не случилось небо начало светлеть. Чутянь прекратил предаваться созерцанию. Нужно было многое сделать. Для начала встретиться с мэром Наньгун-И.